1997 году Арт Белл, ведущий популярного ток-шоу «От побережья до побережья Ам», в котором обсуждались странные происшествия и необъяснимые современной наукой явления, получил факс от человека по имени Мел Уотерс. В факсе Мел упомянул о необычном колодце, который он называл просто ямой непонятного происхождения на территории его поместья в Монасташе, штат Вашингтон. Яма была, по его словам, бездонной и так сильно пугала диких животных в этом районе, что даже птицы никогда не летали над ней. Мел написал: «Я пишу вам, чтобы узнать, могу ли я получить помощь от вас или вашей огромной аудитории. Я живу в сельской местности на востоке Вашингтона, недалеко от хребта Монастеш. На нашем участке есть яма. Как и предыдущие владельцы этого участка и все владельцы до них, мы выбрасывали туда всякий свой хлам и мусор. По-видимому, эта яма была там всегда. Сначала я подумал, что это древний колодец, около 3 метров в диаметре. Края этой ямы выложены камнем, а сверху мы положили стальную дверь, чтобы туда никто не провалился. Уже 10 лет туда выбрасывают мебель, домашние непригодные вещи, мертвых коров, строительный мусор, что угодно. Но дело в том, что яма никогда не заполнялась. Так что мне стало очень любопытно, и я попытался измерить глубину отверстия. Я разрядил 3 рыболовные катушки монолески общей длиной примерно 1400 метров, пытаясь определить глубину. Вскоре я стал закупать леску оптом. На данный момент я погрузил в яму около 24 400 метров лески, все еще не достигнув дна. Моя жена работает в местном университете на геологическом факультете, и мы надеемся получить профессиональную научную помощь в определении глубины скважины. Насколько я могу судить, в этом нет ничего особенно странного, кроме 2 других вещей. Собаки отказываются приближаться к дыре ближе, чем на 30 метров, а птицы не садятся на края этого колодца или металлическую дверь. Еще одна странность. Нет эха, когда кричишь в эту дыру. Действительно, я никогда не слышал, чтобы что-то падало на дно, когда туда бросали. Однажды мы бросили туда старый холодильник и не услышали ни грохота, ни всплеска, никакого звука. Я надеюсь, что ваши слушатели могут помочь с возможными объяснениями. Мне интересно, может ли это, основываясь на моих измерениях, быть самой глубокой впадиной на Земле? Мел Уотерс. Вскоре после этого Арт Белл пригласил Мела выступить в своем радиошоу, где Мел познакомил мир с тем, что стало еще одной из самых невероятных из известных загадок 21 века – дырой Мела. В телефонном интервью Мела из Элленсбурга, штат Вашингтон, примерно в 30 километрах от его владений, он сказал Беллу, что купил этот участок несколькими годами ранее, и эта яма всегда была там. Мел добавил, что все в этом районе, включая соседей, хорошо знали о яме и регулярно сбрасывали в нее мусор. Люди бросали сломанную тяжелую технику, мусор, камни и прочее. Мел рассказал историю о соседе, у которого погибла одна из его собак. Вместо того, чтобы закопать питомца, сосед Мела решил использовать удобную яму в качестве могилы для своей собаки и бросил ее туда. Однако через несколько дней охотник увидел свою сдохшую собаку, бегущую по лесу рысью. Сосед заявил, что собака была невредима, но никак не реагировала на его зов или свист, а мчалась как на охоте. Он был уверен, что это его собака, так как узнал ошейник. Было очевидно, что дыра Мела была очень необычной и загадочной. Это была круглая, похожая на колодец яма около 3 метров в поперечнике, окаймленная каменной стенкой, простирающаяся вниз примерно на несколько футов. Внутри была кромешная темнота, а глубина ямы была непостижимой. Бросив тяжелые инструменты в яму и не услышав ни всплеска, ни удара, Мел очень удивился и предположил, что яма могла быть заполнена грязью. Отсюда и отсутствие звуков и эха. Поэтому он привязал пару леденцов к концу лески и опустил их в колодец. Если бы конфеты растворились, то значит там есть вода.
Леска Мэла закончилась на глубине около 500 метров, и он вытянул ее. Конфета была целая. Затем Мел купил несколько катушек лески и привязал к концу свинцовый груз. Медленно он опускал леску катушку за катушкой, но ничего не происходило. Дыра просто продолжала захватывать леску. Через некоторое время Мел остановился. Он обнаружил, что опустил в яму более 24 тысяч метров лески. Тем не менее, леска не достигла дна. Мел связался с Артом, чтобы тот помог ему измерить глубину ямы. Арт предложил спустить добровольца в яму с помощью шкивов. Но Мел скептически отнесся к этой идее. Он объяснил, что таинственные происшествия возле ямы показывают, что это очень опасно. Там также могут быть токсичные газы, а давление может раздавить любого, кто проникнет внутрь. Мел отказался от этой затеи, хотя ему позвонил человек, который вызвался провести эксперимент. Мел не хотел нести ответственность за то, что могло случиться с кем-либо, кто осмелился бы спуститься в бездонную пропасть. При этом Мел признался, что сам прыгнул бы в яму, если бы у него диагностировали опасную для жизни болезнь. Он считает, что яма обладает неизвестными силами, которые могут омолодить его. Звонки продолжались и ночью. Люди звонили, чтобы послушать объяснение этого странного явления. Яма Мела была темой вечера и оставалась популярной темой в ТВ-программе «От побережья до побережья» долгие годы. Во втором факсе на радиошоу всего через 4 дня после разговора Мел сообщил Арту, что ровно через день после эфира Мел вернулся в свое поместье в Монасташе. По возвращении он обнаружил, что дорога к его участку заблокирована военнослужащими в желтой экипировке, которые не позволили ему войти на территорию его владения. Они утверждали, что там упал самолет, и поэтому проводится расследование. Однако Мел не заметил ни дыма, ни мусора рядом с местом, но видел людей в желтой экипировке, вероятно, в костюмах химзащиты, передвигающихся по участку. Мел попросил поговорить с кем-то из ответственных, и они рассказали ту же историю. Они угрожали ему, говоря, что участок, возможно, не является собственностью Мела, и они могут найти на нем нарколабораторию. Мел сказал, что подключит прессу, но человек в форме только усмехнулся, сказав, что все равно никто в это не поверит. Мел добавил, что его соседи рассказали ему кое-что интересное о яме. Он сказал, что некоторое время назад, перед передачей, он видел сплошной луч, выходящий из дыры, напоминающий луч прожектора, направленный в небо. Он казался бесконечным, но не светил, а всасывал свет в себя. Арт Белл сразу же пригласил Мела на шоу. Он спросил, есть ли какие-то новые подвижки по военному вопросу, и фотографировал ли Мел яму, на что Мел ответил отрицательно. Военные ни за что не позволили бы ему сфотографировать место происшествия. Он также сказал Беллу, что получил сообщение от своего агента по недвижимости, в котором говорилось, что некто заинтересован в покупке собственности Мела. Предложения еще не было, но его агент заверил его, что это будет пикантно. Мел также рассказал о пожилом человеке, рассказавшем, что когда-то вокруг дыры стояли каменные колонны, похожие на Стоунхендж. Означает ли это, что дыра намного старше, чем кто-либо предполагал? Могла ли дыра быть там с незапамятных времен? Звонивший из того же района сообщил, что в 1989 году профессор его колледжа упомянул о большой бездонной яме. Другой звонивший отметил, что собственность Мела находится рядом с учебным центром Якима, государственным учреждением. Отсюда и стремительное военное вмешательство. Мел также рассказал, что некоторые пожилые соседи говорили, что дыра очень старая. Перед окончанием встречи со зрителями Мела предупредили быть осторожным, поскольку этот район был известным местом наблюдений НЛО и странных явлений.
Исследователи НЛО говорят, что некоторые случаи не поддаются объяснению и включают свидетельства очевидцев из заслуживающих доверия источников, от военных до коммерческих пилотов. В настоящее время исследования НЛО включили в новый оборонный бюджет США. Всех участников шоу заинтересовала история Мэла, и они надеялись, что он вернется, чтобы рассказать ее продолжение. Мел вернулся через 3 года. Он не позвонил, чтобы рассказать на шоу о судьбе своей собственности или выгодном предложении, которое он принял. О нем ничего не было слышно более 3 лет, казалось, он исчез с лица земли. Однако в 2002 году Арт Белл наконец выследил его и пригласил на шоу. Он заставил Мэла снова рассказать его прежнюю историю о дыре, проверяя, помнит ли он факты. Мел рассказал, а также раскрыл неправдоподобную тайну. Некие люди предложили ему $250 тысяч в месяц за бессрочную аренду его участка. Все, что ему нужно было сделать, это взять деньги, никогда не говорить о яме и переехать. Мел, конечно же, взял деньги и решил эмигрировать в Австралию. Когда Арт Белл спросил, почему он больше никогда не появлялся на шоу и не звонил из Австралии, Мел рассказал леденящую кровь историю. В декабре 1999 года, когда он должен был появиться на шоу, он пытался помочь своему племяннику переехать в квартиру в районе Олимпии. Оставив свой грузовик в маленьком городишке, Мел сел на автобус до Олимпии. Вот тогда и произошло самое странное. Их автобус остановила транспортная служба из-за ссоры в автобусе. Его повели ко второму автобусу вместе с другими пассажирами, и это все, что он помнил. Примерно через 12 дней Мел оказался в грязном переулке Сан-Франциско. Его личные вещи пропали, а на руке он нашел ленту для внутривенных вливаний. Его коренные зубы были выбиты. В отчаянии Мел обратился к племяннику, который вновь купил ему билет в Олимпию. Через несколько дней после приезда Мел обнаружил, что на него подан иск. Это была его бывшая жена, истинный владелец собственности. И она судилась с ним за нарушение условий первоначального договора аренды. Нарушения включали строительство подземной топливной системы, септика и дорог с твердым покрытием. Мел не строил ничего из этого, но, возможно, это сделало правительство. Самая интригующая и невероятная часть истории Мела – это простая 10-центовая монета. Очнувшись в Сан-Франциско, Мел заметил, что пряжка его ремня тоже отсутствует. Это была самодельная пряжка, сделанная из погнутой вилки, камней и монет. Мел сделал 10 таких пряжек из 10 монет Рузвельта, в каждой найденных в загадочном красном китайском конверте счастливых денег. Мел задался вопросом, почему они взяли его ремень, поэтому он отследил одного из мужчин, которому он продал свой изготовленный на заказ пояс. Изучая монеты в поясе, Мел обнаружил, что 10-центовая монета была произведена в 1943 году, хотя монет с портретом Рузвельта в том году не было. Кроме того, на каждой американской монете есть буква, обозначающая место, где она была изготовлена. На этом 10-центовике была буква «В», но ни один город в истории чеканки денег США никогда не начинался с буквы «В». Это было очень необычно, и они отправили его эксперту по монетам для оценки. Однако через несколько дней эксперт заявил, что казначейство у него эту монету конфисковало. Ричард С. Хогланд, теоретик гиперпространственной физики и известный исследователь инопланетян, позже предположил, что монеты могли появиться из параллельной вселенной, если эти монеты, найденные рядом с дырой Мела, пришли из другой параллельной вселенной. Значит ли это, что дыра является своего рода межпространственным порталом?
И если да, то есть ли на планете другие бездонные дыры, функционирующие таким же образом? Благодаря известности, которую получила дыра Мэла, группа коренных американцев в Неваде услышала Мэла в программе и пригласила его по электронной почте в свою резервацию, чтобы обсудить странную яму, которую обнаружили в 1800 годах в старом городе баскских поселенцев. Баски – это небольшая и почти изолированная этническая группа из небольшого региона Европы. Они разводили овец в Неваде и считали эту дыру святой землей. Дыра была 3 метра шириной, как и дыра Мэла, только здесь есть металлический воротник с зазубринами наверху. Металл был теплым на ощупь и не издавал звуков при ударе. Животные тоже боялись этой дыры, так говорили коренные американцы. Мэл и жители деревни решили провести несколько испытаний. Как и дыра Мэла, эта дыра тоже казалась бездонной. Они подумали, что произойдет, если живое существо спустится в яму, и решили опустить туда овцу. Овца взбесилась еще до того, как ее опустили в дыру. Она брыкалась и боролась. Тогда жители деревни оглушили животное и сбросили на веревке в яму. Примерно на полпути овца проснулась и издала ужасающий крик, который продолжался некоторое время, потом прекратился. Жители деревни быстро подняли овцу, она была мертва. За прошедшие годы было выдвинуто несколько теорий, объясняющих загадки дыры Мэла. Пещеры различных типов и размеров могут возникать там, где обнажены вулканические породы. Они созданы излившейся лавой у поверхности Земли и легко разрушаются эрозией. Самая длинная и сложная форма вулканических пещер – это лавовые трубки. Они образованы руслами лавовых рек, которые раньше текли вниз по склону из вулканического жерла или трещины. Лавовые трубки лучше всего образуются в очень текучей лаве, особенно в базальте Пахуэхо. Штат Вашингтон расположен в очень активной вулканической зоне, и вполне возможно, что дыра Мэла была очень упругой лавовой трубкой, образовавшейся тысячи лет назад. Но это не объясняет всех остальных странных явлений в дыре. Вторая теория связана с теорией полой Земли, о которой у нас есть целый 40-минутный документальный фильм, где мы предоставляем множество научных подсказок, подтверждающих эту теорию. Это идея о том, что Земля полая под довольно небольшим слоем горных пород. Что касается дыры Мэла, леска и предметы, брошенные в нее, никогда не упирались в дно, потому что дыра вела в пустое внутреннее пространство планеты. Доказательства существования подземной жизни можно встретить только в книге писателя-фантаста Жюль Верна «Путешествие к центру Земли», 1864 год. Чтобы понять, почему продвижения в попытке достичь земных глубин до сих пор относительно незначительные, говорят ученые, нужно ориентироваться в строении Земли. Земной шар имеет средний радиус около 6400 километров и состоит из нескольких слоев, которые обвивают друг друга. Следующая теория заключалась в том, что все это было каким-то секретным правительственным проектом. То, что яма находилась рядом с тренировочным центром Якима, также делало эту историю правдоподобной. Однако почему правительство столько лет позволяло людям использовать дыру в качестве мусоропровода? 20 декабря 2002 года Мел Уотерс в последний раз появился в программе Арта Белла и рассказал шокирующую историю. Он сказал, что коренные американцы возле второй дыры контактировали с каким-то межпространственным существом, которое использовало дыру для общения. Если мы используем эту силу в военных целях, то уничтожим себя.
Существо сказало, что способно путешествовать по мирам, и предупредило об оружии, использующем силу 2 дыр. Если мы используем эту силу в военных целях, то уничтожим себя. Пришелец отметил, что существа на других планетах ждут нашего уничтожения, чтобы заселить нашу планету. После этой самой странной и шокирующей передачи о Меле Уотерсе больше не слышали. Он не подключался ни к каким средствам связи. Он просто исчез. Истинное местонахождение дыры также остается загадкой. Что же представляла собой дыра Мела? Был ли это сверхсекретный военный проект или врата для путешествий во времени? Или это был портал в другое измерение? Неспособность Мела предоставить конкретные фотографические доказательства заставляет многих людей думать, что все это просто розыгрыш.